Приветствую, мои дорогие, с вами Катерина Мушин. Я хочу сегодня показать вам на себе нашу кофточку круговорот листьев. Вязали мы, помните, эльку. Вот смотрите, как она выглядит на пышной фигуре. Видите, полностью наш мотив натянут, хорошо его видно. Ничего не висит. Вот такие ажурные вставки у нас на рукавах. Вот шов в рукава, боковой шов. Вот получается у нас такой приспущенный рукав, летучая мышка. Очень удобно. Обожаю просто такие кофточки. Ну что ж, приступаем. Стороны детали переда вяжутся так же, как на спинке. Нити отрезаем. Дальше вяжем рукав, но теперь нить не отрезаем. На спинке мы связали сверху плечо один ряд, а сейчас будем вязать полностью плечевую вставку. Первый ряд схемы плечевой вставки будет так же, как на спинке. Значит, вяжем все лицевыми. Смотрите, вот лицевая, туда, чтобы не мешали. Следующая у нас обернутая петля, видите? Петлю оборачивания, вот, подхватываем. Отсюда можно лучше. Вот, подхватила слева направо. Подхватываю саму петлю, вот так пересняла, чтобы вместе их провязать лицевой петлей. Вот так, две вместе лицевой. Снова подхватила петлю оборачивания, саму петлю и провязала их вместе. То есть мы вяжем лицевыми вместе с петлей оборачивания. Вот две петельки провязала вместе. Подхватила петлю оборачивания, саму петлю провязала вместе лицевой. Вот видите, лицевые петли. Но благодаря этим петлям оборачивания у нас здесь не будет отверстий. Вот, так вот предпоследняя провязывается вместе с петлей оборачивания, и последнюю провязываем вместе с петлей оборачивания. Так, смотрите, это мы наше плечико провязали. Осталось еще дополнительных вот этих 8 петель. Так, нам важно вот здесь стянуть. Смотрите, если мы просто провяжем лицевой, может быть отверстие. Так, смотрим, что стягивает вот это отверстие. Вот эту петельку, видите, вот можно поднять и провязать тогда 2 петли вместе. И отверстия не будет. Довязываю вторая лицевая, 3, 4, 5, 6, 7. И последняя будет кромка изнаночной петлей. Остальное это горловинка. Горловинку не трогаем. Вот мои петли для плеча. Вот так. Значит, вяжем по схеме. У нас 6 рядов лицевой глади. Вот это все был первый ряд лицевой глади с лицевой стороны. Работу теперь повернуть. Второй ряд с изнаночной стороны. Значит, снимаем первую петлю и остальные выполняем изнаночными петлями. И так до конца ряда. Так, предпоследняя изнаночная и последнюю кромку вот тоже изнаночной петлей провязываем. Работу поворачиваем. Вот так, видите? Так, удобнее в эту сторону повернуть. Значит, продолжаем вязать лицевой гладью 6 рядов. То есть следующий ряд у нас с лицевой стороны. Мы снимаем первую петлю. Стянуть в начале, и остальные петли выполняем лицевыми петлями. Вот каждую лицевой. Значит, это будет третий ряд. Возвращаемся 4-й изнаночными, 5-й лицевыми, 6-й изнаночными. 6 рядов, чтобы у нас было лицевой глади. Так, смотрите, у меня здесь провязано 6 рядов лицевой глади. Видно, какой нежный у нас переход, видите? Вот на изнанке. Так, дальше начинаем рисунок. Так, 7-й ряд уже будет ажуры. Начинаем. Первую петлю снимаем. Вяжем 6 лицевых по схеме. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем накид, убавка влево. Переснимаем 2 петли, поворачивая их правыми стеночками назад. Возвращаем обратно на левую спицу, вместе провязываем за заднюю стенку. Так, вяжем 1 лицевая
И выполняем убавку вправо. Теперь слева направо завожу спицу в эти 2 петельки и провязываю вместе. Так, еще раз завела лицевой петлей. Вот убавка вправо. После делаем накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Так, дальше накид, двойное убавление. Первую петлю снимаем как лицевую, 2 следующих провязать вместе лицевой петлей. Вот. И теперь накинуть снятую петлю на провязанную. Есть. Еще раз накид. Дальше 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Так, снова делаем накид. Убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать за заднюю стенку. 1 лицевая, убавка вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой петлей. После накид 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, двойное убавление. Снять петлю, 2 вместе лицевой, провязать, накинуть снятую петлю на провязанную. Еще раз делаем накид, 1 лицевая и кромку выполняем изнаночной петлей. Вот такой у нас 7-й ряд, видите, ажурный. Теперь работу поворачиваем. С изнаночной стороны мы всегда будем вязать просто изнаночными петлями. Вот это 8-й ряд, первую петлю снимаем, остальные вяжем изнаночными. Вот и убавки, и накиды, все петли вяжем изнаночными петлями вот до конца нашего ряда с изнаночной стороны. Так, довязываем до последней кромку изнаночной петлей. Так будут выполняться все изнаночные ряды. Вот видите, ажурный ряд. Так, следующий у нас 9-й ряд. Первую петельку снимаем, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем накид, убавка с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно и вместе провязать за заднюю стенку. Вот. 3 лицевые. 1, 2, 3. Убавка с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой. После сделать накид. Далее 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Снова накид. Убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно. Вместе провязать за заднюю стенку. 3 лицевые. 1, 2, 3. Убавка вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой. Делаем накид. И заканчиваем 7 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Кромку в конце выполняем изнаночной петлей. Вот такой у нас 9-й ряд. Так, следующий у нас 11-й ряд, лицевая сторона. Первую петлю снимаем, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Так, теперь накид, дважды убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать за заднюю стенку. Снова убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно. Вместе провязываем за заднюю стенку. Делаем накид, 1 лицевая. Снова накид. Дважды убавка вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой. 1. И еще раз. 2 вместе лицевой вправо. 2. Теперь снова делаем накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, снова накид, дважды убавка влево, переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать за заднюю стенку 1 и 2 вместе лицевой влево 2. Накид, 1 лицевая, накид, дважды вправо,
слева направо 2 вместе лицевой, раз, слева направо 2 вместе лицевой, 2. Делаем накид и еще 6 лицевых. Значит, раз, 2, 3, 4, 5 и вот 6. Кромку выполняем изнаночной петлей. Значит, это наш 11 ряд. Возвращаемся в 12 ряд изнаночными петлями самостоятельно. Так, следующий у нас 13 ряд с лицевой стороны. Снять первую петлю. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. Дважды убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стенками назад, провязать вместе за заднюю стенку. Снова убавка влево. Переснять 2 петли, провязать вместе лицевой за заднюю стенку. Делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Так, снова накид, дважды убавка вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. Это 1. И слева направо 2 вместе лицевой. Это 2. Делаем накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, дальше накид, дважды убавка влево, повернуть 2 петли правыми стенками назад, вместе провязать за заднюю стенку. 1, повернуть 2 петли правыми стенками назад, вместе провязать за заднюю стенку. 2. Делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, дважды убавка вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. 1. Слева направо 2 вместе лицевой. 2. Снова накид, довязываем лицевыми. 5 лицевых, 4 и 5. Кромку в конце вяжем изнаночной петлей. Вот такой у нас 13 ряд. Возвращаемся в 14 ряд изнаночными петлями. Так, следующий у нас 15 ряд. Первую петлю снимаем. Вяжем 2 лицевые. Накид, дважды убавка влево. Поворачиваем 2 петли правыми стеночками назад, вместе провязываем за заднюю стенку. Еще раз поворачиваем 2 правыми стенками назад, вместе провязать за заднюю стенку. Делаем накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова делаем накид, дважды убавка вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой. 1, слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой. 2. Делаем накид. Так, вяжем по центру 3 лицевые. Снова накид, дважды убавка влево, 2 повернуть правыми стенками назад, провязать вместе за заднюю стенку. 1, 2 повернуть правыми стенками назад, провязать вместе за заднюю стенку. 2. Накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, дважды убавка вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. 1. Слева направо 2 вместе лицевой. 2. Накид, довязываем вот 4 лицевые и кромку изнаночной петлей. Значит, это у меня 15 ряд. Возвращаемся в 16 ряд. Вот все петельки изнаночными. Следующий у меня 17 ряд, лицевая сторона. Первую петлю снимаем. Вяжу 1 лицевая, накид, дважды убавка влево, переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязываем за заднюю стенку. 1, снова 2 вместе лицевой с уклоном влево. 2. Делаем накид, 2 лицевые, накид, здесь двойное убавление. Первую петлю снимаем, 2 следующих провязать вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот двойное убавление. Делаем накид. Дальше вяжем 2 лицевые. Снова накид. Убавка вправо дважды. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 1. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2. Делаем накид. 1 лицевая. Снова накид. Дважды убавка с уклоном влево, переснять 2 петли, поверну правыми стенками назад и вместе провязать за заднюю стенку. Снова повернуть правыми стенками назад, вместе провязать за заднюю стенку. 2. Делаем накид, 2 лицевые, накид, двойное убавление, снять петлю,
2 вместе лицевой провязать, снятую накинуть на провязанную. Накид, 2 лицевые, накид, дважды убавка вправо, слева направо 2 вместе лицевой 1, 2 вместе лицевой вправо 2, снова накид, заканчиваю 3 лицевые и кромку изнаночной петлей. Значит, это 17 ряд. Вот. Дальше возвращаемся. 18 ряд. Первую петлю снимаем. Вяжем все петли изнаночными. Так, дальше еще 4 ряда лицевой глади. То есть с 19 вот сейчас по 22 ряды лицевой гладью. Это с лицевой стороны первую петлю снимаем. Все петли абсолютно выполняем лицевыми петлями. Это сейчас 19 ряд. Так вяжем лицевыми полностью все петли до конца. Так и кромку изнаночной петлей. Вот. Работу разворачиваем. С изнаночной стороны первую петлю снимаем. Все петли выполняем изнаночными. Значит, сейчас я вяжу 20 ряд вот изнаночными до конца, затем 21 ряд лицевыми до конца, 22 ряд изнаночными до конца. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот сторона, наш рукав, ажурная вставка рукава. Вот так все. Видите? Так, значит, те петельки, что у нас остались, 37 петель, мы закрываем вместе с петлями спинки. Так, значит, вот наше плечо спинки, плечо рукава, конец нити одеваем в иглу с толстым ушком. Так, вот 2 спицы расположить вместе. Ниточка у нас уходит от первой спицы. Вот я правильно поверну петельку так, правой стенкой к нам. Значит, подхватить нам нужно петельку на второй спице. Вот. Подхватываем вот так, слева направо. Вот. Стянуть. Теперь закрывать будем так. На первой спице первую петлю подхватываем слева направо, снимаем. Вторую петлю подхватываем справа налево и оставляем на спице. И стянуть сразу. На второй спице наоборот. Первую петлю мы перехватываем справа налево, снимаем, а вторую слева направо и оставляем. Стянуть. Эти действия повторяем. На первой спице первую петлю перехватить слева направо, снять, то есть сняли как лицевую. Вторую продеть справа налево, то есть как изнаночную, и оставить. На второй спице наоборот, первую продеть справа налево, то есть как изнаночную, затем слева направо, как лицевую. Первую снимаем, вторую оставляем. Стянуть. Снова на первой спице первую продеть как лицевую, снять, вторую как изнаночную оставить. На второй спице первую продеть как изнаночную, снять, вторую продеть как лицевую и оставить. Так, стягиваем полотно. Сильно стягивайте, хорошо. Значит, на первой спице 1 и 2. Стянуть. На второй спице 1, затем 2. Оставить. Стянуть. И так продолжаем закрывать петельки. Вот по 2 петли. Так, первую продеваем как лицевую, снимаем, вторую как изнаночную оставляем на первой спице. Первую продеваем как изнаночную, вторую как лицевую оставляем на второй спице. По 1 петле. Теперь эту продеть как лицевую, а эту как изнаночную. Так, стянуть. Вот. Так, смотрите, что у нас получается. Вот такой же, видите, шов. Значит, это все еще у нас будет ВТО. Так, стирка, глажка. Вот так оно все расправится.
Вот такая плечевая вставка в итоге получилась. Значит, теперь все то же самое повторяем с другой стороны. Значит, сначала я быстренько свяжу рукав. Это все точности как для спинки, не показываю. А тогда свяжем ажурную вставку уже для левого плеча. Так, у нас здесь на плече также 37 петель. Вот смотрите, будем вязать все то же, что и первое плечо, только зеркально симметрично. Вот у нас отсюда начиналась схемка. Так, раз, два и кусочек. То мы здесь начинаем с этого кусочка, а затем дважды та схема. Вот. Так, и как помните, начинали мы из 6 рядов лицевой глади. Здесь у нас один из рядов был именно тот, который мы поднимали петельки. То есть здесь получается у нас на один ряд больше, но так и должно быть. Там вот с вот этой стороны был тоже на ряд больше. Итак, первую петлю снимаем, стянуть. Первый ряд все вяжем лицевыми. Лицевыми до конца ряда. Так, до последней довязываем кромку. Вяжем изнаночной петлей. Это первый ряд. Второй ряд с изнаночной стороны. Так, петельку первую снимаем. Все петли выполняем изнаночными. Вот изнаночными до конца ряда. Значит, это лицевая гладь. Всего лицевой гладью вяжем высоту 6 рядов. Так, дальше 7 ряд. Первую петлю снимаем. Здесь мы вяжем только одну лицевую. Делаем накид, двойное убавление. Снять петлю. 2 вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную и снова делаем накид. Далее 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, убавка влево, 2 вместе лицевой провязать за заднюю стеночку, 1 лицевая, убавка вправо, слева направо 2 петельки провязать вместе, сделать накид, 4 лицевые, накид, двойное убавление, снять петлю, 2 вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. Так, снова накид, убавка с уклоном влево, 1 лицевая, убавка с уклоном вправо, накид и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, кромку изнаночной петлей. Вот так вяжется 7 ряд. Работу повернуть. Так, все ряды с изнаночной стороны я показывать вам не буду. Помните, что они вяжутся изнаночными. Кромку снимаем. Все петли абсолютно выполнялись у нас изнаночными петлями, включая убавление и вот накиды тоже. Значит, все вот так ряды с изнаночной стороны и так до конца ряда. Дальше вся наша схема фактически такая же. Вот эта схема того плеча, только здесь вот у нас было 5 петель, а теперь будет 7 петель, а в конце 5. Здесь было 4 петли, теперь будет 6 лицевых, а в конце 4. То есть наоборот. А фактически это та же самая схема, я еще раз не показываю. В первом ряду, да, вот эта убавка у нас в начале была. Теперь, ну, в той части она в конце. Значит, вот это все, схемку я вам полностью рисую. Вы вяжете, плюс не забывайте сверху лицевая гладь должна быть. Так, вот как сейчас выглядит наша кофточка. Значит, довязала я плечо симметрично полностью, зеркально. Так, вот эту ниточку я решила оставить для обвязки горловинки. С другой стороны соединяю ниточку и закрываю петли плеча вот до маркера вместе с петлями вот этого вязаного всего. Так, для начала мы должны обвязать горловину резиночкой 1 на 1. Для этого я беру спицы 3,25 мм. Значит, сначала петли спинки. Вот петли спинки. Так, достаточно далеко ниточка, значит, нужно нам подтянуть будет петельку. Вот эту петельку берем, вот так одели на спицу и провязали 2 вместе. Вот, подтянул первую петлю. И дальше продолжаем вязать 2, 3, 4, 5. Так, 45, 46. Вот 46 петель горловинки спинки. Мы все петли провязали лицевыми. Дальше вдоль вот этой вставки. Значит, вставка у нас было 22 ряда. За 22 ряда у нас получилось 11 кромок. Значит, мы будем набирать с каждой кромки плюс по одной петле с каждой стороны еще. То есть 13 петель я должна набрать.
Так, смотрим откуда первую. Вот первая. Вот так вторая. Дальше третья петля, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Так, со следующей 12 и еще одна. Вот 13 петля. 13 петель набрали. Есть. Так, петли переда. Горловинка переда, вот она. Значит, у нас тут обернутые петли. Подхватываем нить оборачивания, подхватываем саму петлю, провязываем вместе лицевой с нитью оборачивания. Значит, раз, обычная петля, два, петля с нитью оборачивания, подхватываем, провязываем вместе. Это третья, четвертая, обернутая петля, подхватили нить оборачивания, провязали вместе с обернутой петлей. Это пятая, шестая. И так остальные. Вот седьмая, восьмая. Так, 9, 10 по центру нет обернутых петель. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, тут снова будут обернутые петли. Так, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Стянуть ниточку и перекинуть. Так, 40. 41. Так, 42 обернутая. Подхватываем ниточку оборачивания. Так, убавку нам нужно сделать влево. Так, вот так. Раз, два и 2 вместе провязать с уклоном влево, так как это с лицевой стороны, а не с изнаночной. Затем лицевая. Снова убавка влево. Одеваю я нить оборачивания на левую спицу. Вот первую петлю переснять можно, вторую провязать, первую набросить на вторую. Вот так. Следующая лицевая, следующая лицевая. Так, вот этой планки тоже мы должны набрать 13 петелек. Вот так. Раз, два, три. Видите, за кромку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, вот это 12, и еще одну 13-ю петлю набрать. Вот так. Все, набрали равномерно петельки вдоль горловинки. Всего у меня на горловине получилось 118 петель. Значит, вяжем по кругу. Я вот так вытаскиваю леску и ставлю маркер. Так, значит, первый ряд это был набор петель. Второй ряд все петли вяжем изнаночными петлями. Вот каждую петлю. Раз, изнаночная, 2, 3, 4, 5 и так далее. Каждую петлю выполняем изнаночными петлями по кругу до конца ряда. Довязываю изнаночными. Вот. Это был второй ряд. Значит, переснимаем маркер. И дальше будем вязать резинкой 1 на 1. Так, стянуть. Чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Чередуем лицевая и изнаночная по кругу. Вот так, до конца третьего и так дальше рядов.
Так, довязываю лицевая, изнаночная, предпоследняя лицевая, последняя изнаночная. Вот до конца нашего третьего ряда. Переставить маркер. Каждый следующий ряд продолжаем вязать также резинкой. Вот снова начиная с лицевой петли. Лицевая, изнаночная и так дальше. Значит, чтобы резинкой было всего провязано 5 рядов. То есть третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот до 7-го ряда мы так вяжем. Так, значит, вот такая у нас в итоге получается горловинка. Вот видите, 5 рядов резинки, ряд лицевыми, ряд изнаночными. Всего 7 рядов провязано. Аккуратная, маленькая, слишком много вязать не нужно. Все, дальше мы должны закрыть петли. Если я для горловинки брала спицы 3,25, то закрывать петли я буду крупнее спицами 3,75. Так, первую снимаем, вторую провязываем по рисунку, а это изнаночная петля. Первую перебросить на вторую. Следующая у нас лицевая, провязать лицевой, первую набросить на вторую. Следующая изнаночная, провязываем изнаночной, первую набросить на вторую. Также можно вот лицевая петля, нить за вязанием, вернуть петлю, за переднюю стенку перехватывать следующую петлю, провязывать вместе лицевой с предыдущей. Нить перед вязанием у нас изнаночная петля, вернуть петельку и провязать 2 вместе вот так изнаночной петлей. Нить за вязанием, 2 вместе лицевой, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночной. Так, продолжаем нить за вязанием, 2 вместе лицевой, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночной. Вот такое закрытие. Из-за того, что спица у нас побольше, то не слишком туго оно все стягивается, то есть будет эластично, что очень важно. Так, лицевая. Так, предпоследнюю закрываем 2 вместе лицевой и последнюю 2 вместе изнаночной. Вот одна петелька у нас всего остается. Так, прятать ее будем с помощью крючка. Вот, ниточку обрезать, оставляя небольшой хвостик. Так, смотрите, с изнаночной в лицевую сторону заводим крючок в первую петельку. Так, сюда отправляем петлю нашу к нам и сюда отправить петельку. Затем стягиваем. Вот так. Так, теперь выполняем вязку рукавов. Смотрите, у нас 33 петли рукав спинки, 33 петли рукав переда, а также наша плечевая вставка, это 13 петель набрать. Значит, первый ряд провязываем петельки лицевыми, включая вот эти петли обернутые. Так, плюс набираем петельки дальше. Так, соедините нить с лицевой стороны. Значит, вяжем лицевыми. Первая лицевая, перебросить петельку. Так мы соединили нить. Остальные тоже лицевыми. Так, теперь смотрите, обернутая петля, это с этой стороны получается у нас те, что мы изнаночные оборачивали. Мы их всегда провязывали с изнаночной стороны. Теперь нам нужно их провязать с лицевой стороны. Видите, в эту сторону оборачивание идет. Провязываем их так. Ниточку оборачивания поднимаем на левую спицу. Саму петельку снимаем, не провязанной. Нить оборачивания провязываем лицевой. И снятую петлю набрасываем на провязанную. Вот так. Следующая просто лицевая. Дальше снова обернутая петля. Нить оборачивания. Поднимаем на левую спицу. Снимаем саму петельку. Так. Нить оборачивания провязываем лицевой. И снятую перебросить на провязанную.
Так, следующая просто лицевой. Снова обернутая петля. Поднять нить оборачивания на левую спицу, снять саму петлю, нить оборачивания провязать лицевой, снятую перебросить через провязанную. Значит, вот так мы вяжем все петельки рукава спинки. Это петли рукава спинки, 33 петли. Далее мы должны набрать вот здесь 11 петель закромки плюс по одной по сторонам. Так? Начинаем. Где-то здесь первая петля будет. Дальше закромки. Вторая петля. Не набрала. Вот вторая петля. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 13 петель набрано. Так, убираем маркер. Так. Дальше следующие 33 петли. Так, чтобы здесь не было отверстия, подтянуть лучше вот эту петельку. Подняла ее, провязываю 2 вместе лицевой. Так, теперь провязываем петли переда лицевыми. Так, обернутая петля подхватить и провязать вместе с петлей оборачивания. Подхватила петлю оборачивания и провязываю их вместе. Снова лицевая, лицевая. Обернутая петля подхватила нить оборачивания, саму петлю провязала их вместе. Одна лицевая, подхватить петлю оборачивания, саму петлю провязать их вместе. Так, снова обернутую петлю провязываем вместе с петлей оборачивания. Видите, здесь уже убавкой вправо. Там мы провязывали вместе убавкой влево, а здесь вместе убавкой вправо. Так, чтобы сама петля была как главная сверху. Значит, так мы довязываем вот все 33 петельки. Так, последняя тоже обернутая. Обычно я петлю линии не оборачивала. Ладно, провязываем ее вместе с петлей оборачивания. Вот все петли рукава у нас есть. Всего у нас на рукаве теперь 79 петель. Поворачиваем вязание. Второй ряд будет с изнаночной стороны. Так. Снимаем первую петлю. Остальные все петли вяжем просто лицевыми. Каждую петлю я провязываю лицевой. И так до конца ряда. Так, предпоследняя лицевая, а кромку выполняем изнаночной петлей. Все стянуть. Вот. И работу разворачиваем. Так, следующий наш ряд будем вязать резинкой 1 на 1. Третий ряд с лицевой стороны. Первую петлю снимаем. Так. Вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. Продолжайте чередовать изнаночная, лицевая до конца ряда. То есть резиночка у нас 1 на 1. Начинаем мы с изнаночной петли. Так, довязываем лицевая, изнаночная и кромку изнаночной петлей всегда. Работу повернуть. 4-й ряд. Снова резинкой мы с изнаночной стороны первую петлю снимаем. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Продолжайте вязать резиночкой, чередуя лицевая, изнаночная. Так, значит, всего резинкой нам нужно провязать 5 рядов, как и на горловинке. Значит, это получается с 3 по 7 ряды мы вяжем вот этой резинкой 1 на 1. С 3 по 7 ряды. Так, значит, вот такой у нас рукав. Смотрите, провязано всего 8 рядов. Если что-то у вас вот здесь пошло волнами, не волнуйтесь, потом изделие пройдет в АТО, и это все расправится. Так,
Значит, вот рукавчик. Далее, следующий ряд у нас на изнанке, 8 ряд, мы должны просто закрыть все петли. Закрываем петли, как для горловины. Снять петлю, следующую провязать по рисунку, это лицевой, первую набросить на вторую. Следующую вяжем по рисунку, это изнаночный, первую набросить на вторую. Или же нить за вязанием вернуть петлю обратно, провязать вместе лицевой со следующей петлей. Нить перед вязанием вернуть петлю обратно, провязать вместе изнаночной со следующей петлей. Так продолжайте чередовать 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. И так дальше. Закрываем все петли. Последние 2 вместе лицевой и последние 2 вместе изнаночной петлей. Так, вот закрыли мы петли рукава. У нас осталась всего 1 петелька. Ее будем одевать на крючок и с помощью крючка сшивать шов рукава и боковой шов. Последнюю петлю одеваем на крючок. Сшивать будем таким образом. Подхватываю петельку, кромку с другой стороны, продеваю воздушную петлю через 2 вот эти петельки. Дальше ниточку вот так вниз опускаем, над рабочей нитью подхватываю крайнюю петельку с одной стороны, крайнюю кромку, и крайнюю кромку с другой стороны. Смотрите внимательно, вот самая-самая нижняя кромка. Вот она. С этой стороны будет немножко тяжелее подхватить одну только стеночку. Все петли провязать вместе. Снова опустить ниточку, чтобы над нитью мы подхватывали крайнюю кромочку. Вот это с одной стороны. И затем крайнюю с другой стороны. Подхватила рабочую нить, протянула через 3 петли на крючке. Снова 1 петелька с одной стороны, 1 петелька с другой стороны. Все протянуть вместе. Крайняя кромка с одной стороны, крайняя кромка с другой стороны. И все вместе стянуть. Значит, вот 1, 2. Стянуть вместе. Так, вот что у нас получается. Дальше уже будет легче. Здесь только лицевая гладь. Смотрите, вот кромка. Подхватываем самую крайнюю арку кромки. Вот 2 кромка, самую крайнюю арку кромки. Все петли должны быть над рабочей нитью. Подхватить рабочую нить и все провязываем вместе. Снова с одной стороны кромка, с другой стороны. И все вместе провязываем. 1 и 2. 3 петли на крючке провязать вместе. 1. Так, здесь со следующей петли 2. Провязали вместе. Таким образом, вот далее сшиваем наш рукав. Значит, вот такой у нас шов получается, видите, на рукаве. Дальше будем закрывать сторону. Вот петельки стороны, но закрывать сторону будем с изнаночной стороны. То есть я вот так перехожу на изнаночную сторону. Вот так будет шов красивее. Итак, теперь, если мы с изнаночной стороны, то вот рабочая ниточка должна быть сверху. Вот она всегда вот там будет сзади у меня. Значит, подхватываю петельку на первой спице сначала, затем петельку на второй спице, провязываю их вместе, концы нити стянуть. Так, следующую петельку подхватываю на первой спице, петельку на второй спице, провязываю их вместе. Так, ниточку стянуть. Продолжаю 1 петлю на первой спице, 1 петлю на второй спице. У нас 3 петли на крючке. Подхватываю рабочую нить и все вместе провязываю. Немножко так стянуть, но не слишком туго. 1 петлю на первой спице, 1 петлю на второй спице. И все вместе провязываю. Смотрите, следующие петли у нас обернутые петли. Видите, и на одной, и на второй спице. Как их провязываем? Поднимаем петлю оборачивания. Вот так на саму спицу. Снимаю петлю
и петлю оборачивания на первой спице. То же самое и на второй спице. Так. Поднять петлю оборачивания. Если она слишком затянута, можно спицей ее вот так подхватить, потому что крючок у нас не настолько острый. Вот, снимаем саму петлю и нить оборачивания. Итого на крючку у нас уже не 3, а 5 петель. Проверяем: 2, 4, 5. Рабочая ниточка вот сверху. Все 5 петелек провязать вместе. Дальше по одной петле. Одна на первой спице, одна на второй спице, провязываем вместе. Одна на первой спице, одна на второй спице, провязываем вместе. Снова обернутые петли. Так, ниточку оборачивания одеваем на левую спицу, переснимаем петлю и нить оборачивания. Раз, тоже нить оборачивания, перехватить, одеть на спицу, снять петлю и нить оборачивания. Так, снимаем так, чтобы они расправились. Вот так, эти петля, затем вот нить оборачивания. Всего у меня 5 петелек. Вот 1, 2, 3, 4, 5 на крючке. Вот, подхватываю рабочую нить и все 5 провязываю. Так, по одной теперь. 1, 2. Провязать вместе 3. Еще раз по одной. Так, снова обернутые петли. Нить оборачивания перехватываем, одеваем на спицу, снять петлю. Так. Хорошо крючок более острый для таких работ брать. Вот. И нить оборачивания. Так, и на второй спице нить оборачивания, одеть на спицу, вот, снять петлю и нить оборачивания. Так, следующую петельку не спустите. Вот так. Значит, всего 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 петель у меня на крючке. Берем рабочую нить и все 5 провязать вместе. Снова по одной петле. И так дальше мы продолжаем таким образом сшивать. Вот видите, шов наш с изнаночной стороны. Так, последние петельки. Вот 1, 2, сняли, вместе провязали. Значит, вот и получилось. Так, смотрите, на одну сторону, которую вы так сшили, вы отрезаете ниточку, продеваете ее через последнюю петлю, стягиваете. На вторую сторону вы оставляете ниточку, так как вам нужно будет ей обвязывать низ. Значит, вот с лицевой стороны вот такой примерно должен получиться шов. Так, вот сейчас как выглядит наша кофточка. Значит, вот конец. Всего у нас низ это был по 62 петли на спинку и перед, плюс 14, 14, 14, 14. Так? Также плюс вот эта петелька закрытия здесь и петелька закрытия вот здесь, они тоже добавляются. Итого у нас 182 петли. Так, вот последняя петля. Все они у меня уже на спицах. Вот эту последнюю длинную петлю я тоже одеваю на спицы. Так. И буду вязать низ. Первый ряд низ вяжем все петли вместе с петлями оборачивания. Так, начало кругового ряда ставим обязательно маркер. Я перед вот этой петлей, вот петля сшивания, вот она, перед ней ставлю маркер. Так, значит, петлю оборачивания подхватываем, затем саму петлю и провязываем вместе лицевой. Спицы у меня, не сказала, 3,25. Вообще-то 3,0 они по схеме, но мне удобнее 3,25. Самые маленькие спицы, короче, берем. Снова нить оборачивания, петельку, провязываем вместе лицевой. Нить оборачивания, петельку, вместе лицевой. Если помните, у нас вот этих 14 петель, то есть кроме вот этой петельки боковой должно быть 14. Так, это 1, 2, 3, вот 4-я петля,
5-ю я провязываю вместе с петлей оборачивания, 6-ю, 7-ю, 8-я петля, нить оборачивания подхватываем вместе с петлей 8-я, так, 9-я или 10-я, еще раз, 2, 4, 6, 8, да, 10-я. Это 11, 12, 13 и 14. Вот 14 петелек провязали. Дальше уже петли, там переда или спинки, это переда у нас. Значит, вот здесь при переходе подхватываем петельку, одеваем ее на левую спицу, провязываем 2 вместе, так, чтобы не было отверстий. Всего у нас 62 петли. Это низ шестиугольника. Так, все петельки у нас отданы на низ кофточки. Вот эти 62 петли вот до сюда мы провязываем лицевыми просто сейчас. Так, вот довязываю петельки. Переда 62 петли. Дальше, с другой стороны, у нас тоже 14 обернутых петель. Смотрите, здесь так нить оборачивания, что нам придется вязать убавку влево. То есть подхватить нить оборачивания, одеть на спицу, снять петлю обернутую, нить оборачивания провязать лицевой и затем петлю набросить сверху. Еще раз, нить оборачивания одеваем на левую спицу, саму петельку снимаем, нить оборачивания провязываем лицевой, петлю набрасываем сверху. Так, здесь стянуть в конце нити. Снова нить оборачивания поднять на левую спицу, снять петлю, нить оборачивания провязываем лицевой, петлю набрасываем сверху. Видите, это убавка влево. Подхватить нить оборачивания, снять петлю, нить оборачивания провязываем лицевой, петлю набрасываем сверху. Так все 14 петель. Вот видите, каждый раз нить оборачивания поднимаем, петлю снимаем, нить оборачивания провязываем и петлю сверху набрасываем. Так, предпоследнюю поднимаем, нить оборачивания снимаем. Так, последняя петля, нить оборачивания подхватываем, петлю снимаем, нить оборачивания провязываем лицевой, петлю набросить сверху. Вот. Так, теперь здесь. Смотрите, вот это, что мы сшили. Я, чтобы петелька осталась, ниточку отрезать, петелька осталась, цепочку провязала. То есть я ее сейчас распускаю. Короче, крючок взяла, не знаю. Так, цепочку распускаю так, чтобы осталась одна петля. Вот. Ее провязываю лицевой петлей. Вот так и стянуть ниточки. Так, просто лицевой не получится. Нужно будет подхватить ниточку отсюда. Вот так. И провязать 2 вместе лицевой. Вот. С одной стороны уже нет отверстий. Теперь еще нужно также сделать с другой стороны. Вот здесь подхватываю. Первая у нас не обернутая. Я это использую. Провязываю 2 вместе. Так, значит 14 петель вот здесь. Первую уже провязали. Нить оборачивания подхватываем, саму петлю провязываем 2 вместе лицевой. Вот вторая, третья и так дальше. Снова у нас 14 обернутых петель. Так, последнюю петлю провязываем вместе с нитью оборачивания. Так, петельки спинки, значит здесь 62 петли, все провязываем лицевыми. Все 62 петли, так же как мы провязывали спереди. Так, еще 2 лицевые. Так, теперь обернутые петли, вот еще 14 петель у нас осталось.
Так, нить оборачивания одеть на лицевую спицу, снять петлю оборачивания, провязать нить оборачивания лицевой, петлю сверху набросить. Так, снова нить оборачивания поднять, петельку снять, нить оборачивания провязать, петельку набросить сверху. Таким образом все 14 петель провязываем. Так, предпоследнюю поднимаю нить оборачивания, снимаю петлю, нить оборачивания провязываю лицевой, петлю сверху набрасываю. Последняя петля не обернута, мы это используем, чтобы подтянуть вот этот край. Так, смотрим, какую лучше петельку. Угу. Ниточки стянуть. Так. И тогда вот эту петельку подтягиваем. Значит, первая петля снята, вторую провязывать лицевой и первую набросить на вторую. Вот так, подтянули. Это был первый ряд нашего низа. Второй ряд все петли вяжем изнаночными петлями. Вот, изнаночными. Значит, у нас в общем обвязка будет такая же, как на горловинке. То есть второй ряд изнаночный, а дальше резинка. Вот я сейчас все петельки выполняю изнаночными петлями. Вот видите, так по кругу изнаночными все 182 петли, что у нас есть, провязываем изнаночными до конца ряда. Так, вот довязываю второй ряд изнаночными и дальше все ряды по кругу резинкой. Одна лицевая, одна изнаночная. Чередуем лицевая, изнаночная. И так далее по кругу резинка 1 на 1. Так, довязываем лицевая, изнаночная, третий ряд, каждый следующий также лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Продолжаем вязать по кругу резинкой 1 на 1. Так, низ я провязала 18 рядов. Получила вот 5-5,5 сантиметров. Там по схеме 8 сантиметров, но мне вот этого хватает. Значит, продолжаем дальше закрытием петель. Значит, нить перед вязанием 2 вместе изнаночной, вернуть петлю назад, 2 вместе лицевой. Нить перед вязанием 2 вместе изнаночной, нить за вязанием вернуть петлю назад, 2 вместе лицевой. То есть стандартное закрытие. Так, для удобства беру чуть больше спицу. Вот. Нить перед вязанием вернуть петлю 2 вместе изнаночной, нить за вязанием вернуть петлю 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной, вернуть 2 вместе лицевой. И так продолжаем чередовать 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой, закрывая все наши петли по кругу. Вот. Так, последняя у меня изнаночная петля, вернула петельку, провязала 2 вместе изнаночной. Вот. Одна петелька остается. Так, значит, берем крючок с изнаночной в лицевую сторону, заводим крючок в первую петельку, сюда отправляем нашу петлю. Так, обрезаем конец нити. Одна воздушная петля и все стянуть. Так, теперь прячем вот этот конец нити с помощью крючка вдоль лицевой петли. Вот сюда пойдет петелька, значит отсюда крючок отправляем. Дальше сюда одну петельку ниже отправляем. Вот так, видите, конец нити прячу вдоль лицевой петли. Вот так спрятали конец и остаток обрезать. Значит, таким же образом абсолютно все концы вы должны спрятать. Давайте я вам покажу изнанку.
Вот рукав с изнаночной стороны. Видите, все аккуратненько, без нитей. Вот остатки, что осталось у меня с 4 моточков. Так, ну что ж, выворачиваем и взвешиваем. Так, всего у нас на кофточку ушло 360 грамм примерно пряжи. То есть должно остаться около 40 грамм. Так, 45. Откуда 5 лишних, даже не знаю. Ну вот, примерно 360 грамм идет на эту кофточку.